Весна потихоньку отыгрывает свои права у затянувшейся зимы. И душа рвется, нет, не на волю в пампасы по Ильфу и Петрову, а на природу, на шашлыки. Ну что делать, если мясо, пожаренное еще до этого в сугробах весеннего снега, порядочно надоело, а распутица не позволяет далеко сбежать по почти европейским сделанным дорогам из города. Правильно, ищем еще более распутную распутицу и ударяем по ней автопробегом. Но не на обычной машине и даже не на подготовленной под жерик, там кукурузнике или гелике, а на самом что ни на есть проходимце. Знакомьтесь, наверное, один из самых лучших вездеходов-амфибий в мире. Шерп. Он же снегоход, он же болотоход, которому не то что грязь и болото по колено, точнее его 160-сантиметровым колесам производства Росала. Да-да, вы не ослышались, главную изюминку этого вездехода делают на Белоцерковском заводе. Так вот, Шерпу не то что грязь не помеха, ему по плечу и другие виды препятствий. А о них и о технических характеристиках самого вездехода мы поговорим в конце видео. Наше первое путешествие на Шерпе мы начали с Жукова острова, что под Киевом. Здесь народ Шерфана предоставляет всем желающим возможность прокатиться на вездеходе, а при желании и наличии определенной суммы денег даже поуправлять этим зверем. Считается, что театр начинается с вешалки, а вот поездка на Шерпе с посадки в транспортное средство. Учитывая специфику вездехода, посадка в Шерп необычная. Через два специальных люка, один в носу, другой в корме. И пускай вездеход, подобно благородному верблюду бескорыстных египетских погонщиков, может присесть, спустить свои огромные колеса. Одежду для посадки и высадки все же лучше одеть удобную. В общем, с погрузкой мы разобрались, теперь в путь. Сама трасса проходит по территории Жукова острова. Но пусть вас это не смущает. И как элитный Боров всегда найдет грязь, так и в нашем случае был бы Шерп, а крутое бездорожье всегда найдется. Хочется сказать отдельное спасибо организаторам, особенно нашему пилоту Ивану. Маршрут был выбран очень показательно, чтобы раскрыть все прелести путешествия на вездеходе. Невозможно передать эмоции от первых минут поездки. Такая смесь скорости, гула и американский город. Из-за отсутствия капота впереди иногда складывалось впечатление, что ты едешь не на вездеходе украинской сборки где-то под Киевом, а наступаешь на имперском шагоходе из «Звездных войн». Как я уже говорил в начале видео, Шерп это не только вездеход, но и 3-4 килограмма диетического. Ой, это не отсюда. В общем, Шерп это еще амфибия и болотоход. И естественно мы решили эти качества его проверить. Как видите, на Шерпе легко можно путешествовать не только по бездорожью, но еще не по самой чистой воде. Неужели ему все так по плечу, в легкую, спросите вы? Конечно же нет. Как говорится, с дури можно и хрустальный череп сломать. При съемках одного дубля мы попросили пилота заехать в жижу покруче, где Шерп зацепился за подводную корягу.
Но не зря многие признают Шерпа одним из лучших вездеходов. Покрутив в разные стороны своими большими колесами, Шерп справился и с этим препятствием, и мы продолжили наше путешествие. Любое путешествие рано или поздно подходит к своему концу. И наше, естественно, тоже. Но на обратном пути нас ждал приятный сюрприз. Пилоты Шерпов решили похулиганить и устроили гонки на вездеходах, что, естественно, добавило нам позитивных эмоций. Как зачастую бывает, в спринтеровской 100-метровке преимущество имеет атлет с более длинными ногами. Так и в нашем случае заезд выиграла новая модель Шерпа с большим аж на целых 200 мм диаметром колес. После поездки под наплывом эмоций я не удержался и взял интервью у нашего пилота. Это, правда, первое в моей жизни интервью, когда я выступаю в роли интервьюера, так что не судите строго. Я приветствую, это наш пилот, правильно? Да, Пилот Иван. Да, все верно. Добрый день, спасибо за такие классные покатушки. Давно ты стал пилотом? Около года уже катаюсь, вожу этот лучший вездеход в мире около года. Как решил стать? Почему? Решил, потому что интересна вся эта тема с бездорожьями, кататься по болоту, по грязи, по воде. И вот появилась возможность, связался с ребятами, прошел стажировку и вот уже работаю. И что надо, чтобы управлять таким Ну, во-первых, зверем? желание. Не каждый сможет пачкаться в грязи, где-то там по болоту ходить, либо ремонтировать, опять же, тоже. Любая техника требует уход за ней. И надо смотреть, какие-то запчасти подтягивать, ремонтировать, поэтому не каждый это захочет. Если есть желание, то все получится. Понял, ты сам его обслуживаешь? Да. Угу. Ясно. А какие-то там разрешения, что-то такое, вот, если человек хочет купить? Если человек хочет купить, он его может купить без проблем, разрешений никаких не надо. А вот по поводу ездить можно, в принципе, везде, документы на него не надо, поскольку вы ездите не по дорогам общего пользования, а ездите по бездорожью. Получается, вас никто не должен трогать, и никого и полицейского не найдется в лесу, так сказать. А какое самое большое расстояние ты на нем проезжал? Самое большое, наверное, за день километров 90, наверное, точно, 100 может даже. Да. Но это по бездорожью все, это сложно посчитать, потому что где-то ты застрял, где-то проехал, карта паузы, очень сложно посчитать. Лучше по времени сказать, наверное, там 12-10 часов в вездеходе сидели, без перерыва катались. Ну расскажи чуть-чуть о своем звере. Звери 1.5 турбодизель, стоит движок Кубота, 44 лошадиные силы. Всего-то? Да, всего лишь, но здесь большой крутящий момент. За счет него Шерп залазит, выкарабкивается на бугры разные, болото проходит. Вот, расход от 4 до 6 литров в час. Да, довольно-таки маленький расход, измеряется в часах, потому что спецтехника в моточасах измеряется. Есть подкачка колес. Подкачка колес осуществляется за счет выхлопных газов. То есть вы открываете клапана, перекрываете их, и выхлоп вместо улицы попадает в колеса. И тем самым накачивает. Колеса низкого давления. Если, например, в машине у вас 2,2 бара, то здесь 0,1. То есть они очень низкого давления. Пробить их сложно, поскольку они очень мягкие и гнутся. И за счет этих колес осуществляется, так сказать, циркуляционная подвеска. Шерп находится без всяких амортизаторов, и когда он едет по ямам, то колеса это глотают, и между собой система перекачивает воздух, стравливает, и он мягко преодолевает препятствия. От себя только добавлю, что скорость Шерпа на суше до 40 км в час, а на воде до 6. Шерп может преодолевать препятствия высотой до метра и подъемы крутизной до 35 градусов. Его дорожный просвет составляет 600 мм. Понятно, спасибо. Ну и один последний вопрос. Как можно покататься? Покататься можно приходить к нам. У нас есть локация в X-парке, в Буковеле. Вот, мы катаемся. Пожалуйста, пишите в Инстаграм, звоните. Это классное ощущение. Никто равнодушным точно не останется. Благодарю. Спасибо и вам. Все, спасибо.
Также спасибо всем, кто посмотрел это видео. С вас лайк, а мы отправляемся на поиски новых маршрутов для путешествий недалеко от дома.